Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я приглашаю вас всех на мастер-класс по вязанию вот такой очаровашки. У этого зайчика двигаются ручки, двигаются ножки, и он сидит. Давайте начнем. Для нашего зайчика понадобится пряжа серого цвета. У меня это светло-серый тон. Белая пряжа. Это все стопроцентный акрил в 100 граммах, 300 метров. Крючок номер 2. Ниточка черная, ниточка розовая для оформления мордочки. Еще глазки на безопасном креплении. 2 штуки. Еще нужна будет нить для утяжки прочная, типа ирис. Затем холофайбер, улавки. У меня все это вот на таком зайчике находится. В принципе, все. Давайте приступим к вязанию. Начнем вязание с головы и тела. Это у нас будет одна деталь. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Наше колечко. Затем закрепляем нашу ниточку. И провязываем в колечко 6 столбиков. Без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Колечко стягиваем. В первую петлю вяжем соединительный столбик. Второй ряд делаем петлю подъема и вяжем 6 прибавок, где соединительный столбик, заводим крючок, провязываем под петлю 1 столбик, сюда же еще 1 столбик без накида. Продолжаем 5 раз. В конце делаем соединительный столбик. Третий ряд вяжем 1 столбик и прибавку 6 раз. По кругу должно получиться 18 столбиков. Делаем петлю подъема, затем вяжем 1 столбик, в следующую петлю вяжем прибавку 1 столбик, сюда же еще 1 столбик. Продолжаем вязание самостоятельно. Четвертый ряд делаем петлю подъема, вяжем 2 столбика и прибавку 6 раз. 1 столбик, второй столбик, следующую петлю прибавка 1 и сюда же еще 1. Продолжаем вязание самостоятельно. В конце соединительный столбик. Пятый ряд делаем петлю подъема, вяжем 3 столбика и прибавку 6 раз. По кругу получиться должно 30 столбиков без накида. 1, 2, 3, в следующую петлю прибавка 1 столбик и сюда же еще 1. Вяжем самостоятельно. Шестой ряд вяжем 4 столбика и прибавку 6 раз. По кругу должно получиться 36 столбиков без накида. Делаем петлю подъема, вяжем 1, 2, 3, 4, в следующую петлю прибавка 1, сюда еще 1 столбик. Вяжем самостоятельно.
Седьмой ряд вяжем 5 столбиков и прибавку 6 раз. По кругу должно получиться 42 столбика без накида. Делаем петлю подъема, затем вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую петлю вяжем прибавку 1 столбик и сюда же еще 1. Вяжем до конца самостоятельно. С 8 по 10 ряд вяжем по 42 столбика без накида, то есть 3 ряда провязываем без прибавок, в каждую петельку по одному столбику. Вяжем самостоятельно. 11 ряд делаем петлю подъема, вяжем 6 столбиков и прибавку 6 раз. По кругу должно получиться 48 столбиков без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую петлю делаем прибавку 1 столбик и сюда же еще раз 1 столбик. Продолжаем самостоятельно. Мы довязали 11 ряд до конца. В 12 ряду будем ввязывать белую пряжу. Из-за этого будьте внимательны. Вяжем сначала 15 серых столбиков. Делаем петлю подъема и вяжем в каждую петельку по столбику. Встречаемся на 15 столбике. Я провязала 14 столбиков. Сейчас будем вязать с вами 15. Продеваем крючок, достаем ниточку и подсоединяем белую нить. Вот так. Теперь вяжем 6 столбиков белой нитью. Аналогично. В каждую петелечку по одному столбику. Серую нить провязываем в вязании. Вяжем самостоятельно. Встречаемся с вами на 6 столбике. Провязали 5 белых столбиков. В 6 у нас идет смена цвета нити на серый. Поменяли. Теперь вяжем 6 серых столбиков. Белую нить также проводим в вязании. 1, 2, 3, 4, 5. И 6. Снова меняем нить на белую. И вяжем 6 столбиков белой нитью. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 столбике меняем нить на серую. И вяжем 15 столбиков серой пряжи. 1, 2. Продолжаем самостоятельно. 13 ряд делаем петлю подъема, вяжем 14 столбиков серых. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. Встретимся на 14 столбике. Провязала 13 столбиков. В 14 у нас идет смена цвета на белый. Теперь вяжем белой нитью 9 столбиков.
1, 2. Вяжем самостоятельно. Вяжем 9 белый столбик, меняем нить на серую, провязываем 2 столбика серой нитью, 1, 1. Сейчас идет смена нити на белую. Вяжем 9 столбиков белой нитью, 1, 2. Продолжаем самостоятельно. 8 столбиков провязано, 9 столбик. Меняем нить на серую. Вяжем 14 столбиков серой нитью, 1, 2. Продолжаем. 14 ряд. Сделали петлю подъема, вяжем 13 столбиков серой нитью, 22 белой и 13 серой. 1, 2, 3. Продолжаем до конца ряда самостоятельно. 15 ряд. Делаем петлю подъема, вяжем 12 столбиков серой нитью, 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. 11 столбик провязан, 12 идет переход нити на белую. Вяжем с вами 4 прибавки, 1, следующий, сюда же еще 1, первая прибавка, дальше вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, вяжем 16 столбиков белой нитью, 1, 2, 3, 4. Продолжаем самостоятельно. Я провязала 16 столбиков без накида. Теперь нам нужно сделать 4 прибавки. 1, следующую петлю, 2, 3, 3 последняя. Последней прибавки у нас идет смена цвета нити. Теперь вяжем до конца ряда 12 столбиков без накида самостоятельно. Закончили ряд. Нам нужно теперь установить наши глаза, точнее глаза зайки между 11 и 2 рядом на расстоянии 8 столбиков. Да, вот где-то здесь они будут стоять. Вот здесь. Делаем это самостоятельно. Я установила глаза. С 16 по 18 ряд будем вязать 12 столбиков серой нитью, 32 столбика белой и 12 снова серой нитью. По кругу у нас с вами должно быть 56 столбиков без накида. Давайте начнем. Делаем петлю подъема, затем 12 столбиков серой нитью, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Меняем нить на белую. Вяжем 32 белых столбика. 1, 2. Вяжем самостоятельно. Встречаемся на 32 столбике. 31 столбик провязан. 32 идет смена нити на серый. Нам остается провязать с вами 12 серых столбиков. 1, 2. Вяжем самостоятельно. 17 и 18 ряд вяжем аналогично самостоятельно. 19 ряд делаем петлю подъема, вяжем 12 серых столбиков. 1, 2. Продолжаем. В 12 у нас смена нити на белую. Мы сменили нить на белую. Теперь нужно провязать белой нитью 4 убавки. Как вязать убавки, надеюсь, вы не забыли. Но напомню. Поднимаем 2 петли за передние стенки и провязываем. Еще делаем 3 убавки. После убавок вяжем 16 столбиков белой нитью. 1, 2. Продолжаем самостоятельно. Закончили вязать 16 столбиков. Вяжем 4 убавки. 5 поднимаем петли за передние стенки и вяжем столбик. Еще вяжем 3 убавки самостоятельно. Я провязала последнюю убавку, сменила нить. Теперь нам остается провязать 12 столбиков серой нитью. Каждую петельку по одному столбику. Вяжем до конца самостоятельно. 20 ряд. Делаем петлю подъема. Затем вяжем 6 столбиков серой нитью и убавку серой нитью. 1, 2. Самостоятельно. Провязала 6 столбиков. Сейчас время делать убавку за передние стенки. Поднимаем и провязываем. Затем вяжем 5 столбиков серой нитью. В 5 столбике идет смена на белый цвет. 1, 2, 3, 4. Меняем ниточку на белую. Вот так. Теперь вяжем 1 столбик белой нитью и делаем убавку тоже белой нитью. Так. Теперь вяжем 6 столбиков и убавку. 2 раза повторяем комбинацию белой нитью. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем убавку. Второй раз провязываем сами. Вяжем 3 столбика белой нитью. 1, 2. В третьем столбике у нас идет смена цвета нити на серый. Поменяли ниточку. Затем вяжем 3 столбика серых. 1, 2, 3,
Делаем убавку. Затем вяжем 6 столбиков и одну убавку. 1, 2, 4, 5, 6. Осталось сделать убавку. И соединительный столбик. Все, ряд закончился. 21 ряд делаем петлю подъема, вяжем 5 столбиков и убавку серой нитью 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь убавка. Второй раз вяжем самостоятельно. Провязали 5 столбиков, делаем убавку. Меняем нить на белую. Провязываем белой нитью 5 столбиков и убавку 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку. Второй раз вяжем самостоятельно. Провязали комбинацию второй раз. Делаем один столбик белой нитью. Меняем нить на серую. Провязываем 4 столбика серой нитью. 1, 2, 3, 4. Затем делаем убавку. До конца ряда нам нужно провязать еще 5 столбиков и сделать одну убавку. Вяжем самостоятельно. Мы закончили ряд. У нас с вами сейчас 36 столбиков без накида. Теперь белую ниточку можно обрезать, она нам больше не понадобится. И связать с серой. И продолжаем уже вязание серой нитью. 22 ряд. Делаем петлю подъема. Вяжем 4 столбика и убавку 6 раз. 1, 2, 3, 4. Теперь убавка. Продолжаем так еще 5 раз самостоятельно. 23 ряд. Вяжем 3 столбика и убавку 6 раз. По кругу должно быть 24 столбика без накида. Вяжем. 1, 2, 3. Делаем убавку. Вяжем еще 5 раз самостоятельно. 24 ряд. Вяжем 2 столбика и убавку 6 раз. Делаем петлю подъема. 1, 2,
убавка. Повторяем 5 раз самостоятельно. Закончили 24 ряд. У нас по кругу 18 столбиков без накида. 25 ряд. Просто провязываем эти 18 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Я заполнила голову зайки холофайбером. Достаточно плотно. Теперь продолжаем вязать 26 ряд. 2 столбика и прибавка. Вяжем 6 раз. Делаем петлю подъема. Затем провязываем 1 столбик, 2 и делаем прибавку. Вяжем еще 5 раз самостоятельно. 27 ряд. Вяжем 24 столбика. Каждую петельку по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. 28 ряд. Нужно провязать 3 столбика и прибавку 6 раз. У вас должно получиться 30 столбиков по кругу. Делаем петлю подъема. Затем вяжем 1, 2, 3. Следующую петлю прибавку. Продолжаем вязание самостоятельно до конца ряда. 29 ряд. Делаем петлю подъема. Вяжем 4 столбика и прибавку 6 раз. По кругу должно получиться 36 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Следующую петлю прибавку. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Вяжем 30 ряд. 36 столбиков без накида. В каждую петельку по одному столбику. 1, 2. Вяжем самостоятельно до конца ряда. 31 ряд. Делаем петлю подъема. Нам нужно провязать 5 столбиков и прибавку 6 раз. По кругу у нас 42 столбика. Без накида должно получиться. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Следующую петлю прибавку. Продолжаем вязание самостоятельно. С 32 по 34 ряд нам нужно провязать по 42 столбика в каждом ряду. То есть 3 ряда вяжем без изменения. Каждую петельку по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. Я закончила 34 ряд. Теперь нам нужно провязать петли смещения, чтобы начало ряда у нас вышло на середину. Ставим примерно ориентир, сколько мне нужно провязать. Получается до середины спинки. Это 4 столбика, точнее 4 петли. Вяжем. Петлю подъема сейчас мы не делаем. Вяжем просто соединительные столбики. 1, 2, 3 и 4. Вот у нас новое начало ряда. Делаем петлю подъема и начинаем вязать 35 ряд. Вяжем 11 столбиков, затем комбинацию из 2 столбиков и прибавки 6 раз и завершаем вязание 13 столбиками. В кругу у нас должно быть 48 столбиков без накида.
Давайте начнем. Сначала вяжем 11 столбиков. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. 11 столбиков провязано. Вяжем 2 столбика. И прибавку. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз самостоятельно. Провязали последнюю прибавку. Теперь нам осталось провязать 13 столбиков до конца. 2. Вяжем самостоятельно. С 36 по 40 ряд вяжем по 48 столбиков без накида в каждом ряду. 5 рядов провязываем без изменений. В каждую петелечку вяжем по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. 41 ряд вяжем 6 столбиков и убавку 6 раз. Петля подъема. Вязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем убавку. Повторяем так еще 5 раз самостоятельно. Я закончила 41 ряд. У меня по кругу 42 столбика без накида. 42 ряд делаем петлю подъема, вяжем 5 столбиков и убавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас делаем убавку. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз самостоятельно до конца ряда. 43 ряд вяжем 4 столбика и убавку 6 раз. Делаем петлю подъема. Вяжем 1, 2, 3, 4. Теперь делаем убавку. Вяжем так еще 5 раз до конца ряда самостоятельно. Довязали 43 ряд. Теперь давайте с вами наполним игрушку. Плотно набиваем в области шеи. И начинаем вязать с вами 44 ряд. 44 ряд делаем петлю подъема. Вяжем 3 столбика и прибавку и убавку 6 раз. 1, 2, 3. Теперь делаем убавку. Провязываем еще 5 раз самостоятельно. 45 ряд делаем петлю подъема. Вяжем 2 столбика и убавку 6 раз. 1, 2. Делаем убавку. Вяжем самостоятельно еще 5 раз. 46 ряд делаем петлю подъема. Вяжем 1 столбик и убавку 6 раз. Столбик, теперь убавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Довязали 46 ряд. Теперь наполняете холофайбером. И 47 ряд уже вяжем 6 убавок. Из этого сейчас хорошенько набейте пустоты тела, чтобы оно было достаточно плотным. 47 ряд завершающий. Вяжем 6 убавок.
Одна убавка. Вторая. 4 убавки делаем самостоятельно. Так, мы закончили убавки. Отрезаем нить, вытягиваем ее, затем стягиваем вот эту вот дырочку, закрепляем и нитку прячем в теле. Делаем эти все действия самостоятельно. Начнем вязать с вами ушко. Я уже одну связала из серой пряжи. Второе ушко у нас будет частично белое. Из-за этого будем вязать его вместе. Первый ряд. Берем белую пряжу, делаем кольцо амигуруми, закрепляем нить, провязываем в колечко 6 столбиков без накида. 1, 2. Вяжем самостоятельно, в конце соединительный столбик. Второй ряд вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. Делаем петлю подъема, сюда же 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Повторяем самостоятельно 2 раза, в конце соединительный столбик. Я закончила второй ряд, по кругу 9 столбиков без накида. Третий ряд. Делаем петлю подъема, вяжем 2 столбика и прибавку 3 раза. По кругу у нас должно получиться с вами 12 столбиков без накида. Первый столбик, второй, следующую вяжем прибавку. Вяжем до конца самостоятельно. Четвертый ряд. Вяжем 3 столбика и прибавку 3 раза. У нас должно получиться с вами 15 столбиков без накида. Делаем петлю подъема, вяжем 1, 2, 3. Следующую петлю делаем прибавку. Продолжаем самостоятельно. Пятый и шестой ряд вяжем по 15 столбиков без накида. Это значит, что в каждую петельку вяжем по одному столбику. Провязываем самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 4 столбика и прибавку 3 раза. Это у нас последний ряд, который вяжется белой пряжей. В конце ряда будет смена нити на серый цвет. Делаем петлю подъема, вяжем 1, 2, 3, 4. Следующую петлю делаем прибавку. 1, еще 1. Продолжаем самостоятельно. Я отрезала нашу белую нить, связала ее, закрепила с серой, поменяла цвет нити. Будем вязать с вами 8 ряд. Делаем петлю подъема, затем вяжем 5 столбиков и прибавку 3 раза. У вас должно получиться 21 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Девятый ряд вяжем 6 столбиков и прибавку 3 раза. У нас должно с вами получиться 24 столбика без накида по кругу. Делаем петлю подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. Вяжем самостоятельно. С 10 по 14 ряд вяжем по 24 столбика в каждом ряду. То есть 5 рядов провязываем по одному столбику в каждую петлю. Вяжем самостоятельно. 15 ряд вяжем 2 столбика и убавку 6 раз. Петлю подъема. 1,
2, убавка. Продолжаем самостоятельно. Закончили вязание 15 ряда. По кругу у нас 18 столбиков без накида. 16 ряд. Провязываем 18 столбиков без накида. Каждую петельку по одному столбику. Вяжем самостоятельно. 17 ряд. Вяжем 1 столбик и убавку 6 раз. Делаем петлю подъема, 1 столбик, убавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Довязали ряд до конца. Теперь складываем ушко пополам и за обе петли провязываем 6 столбиков. Второй. Продолжаем самостоятельно. Третья. Провязали 6 столбиков без накида. Обрезаем ниточку, оставляем кончик подлиннее. Затем нить закрепляем. Сейчас нам понадобится иголка с большим ушком. Складываем наше ушко еще раз пополам и сшиваем его. Еще раз сюда стежок. Затем во второй столбик. Вводим в третий столбик. Закрепляем ниточку. Два ушка готовы. Убираем их пока в сторону. Так, давайте с вами свяжем хвостик зайчику. Делаем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно, в конце соединительный столбик. Второй ряд вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. По кругу должно получиться 9 столбиков без накида. Делаем петлю подъема, вяжем 1 столбик. В следующую петлю вяжем прибавку. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Третий ряд. Вяжем 9 столбиков без накида. Делаем петлю подъема и в каждую петелечку по одному столбику. Вяжем самостоятельно. Хвостик слегка наполните холофайбером. Делаем петлю подъема и вяжем 4 ряд. 1 столбик и убавку 3 раза. 1 столбик, убавка. Вяжем самостоятельно. В конце нить закрепить и оставить длинный кончик для пришивания. Хвостик для зайчика готов. Вот он, наш кончик для пришивания. Начнем с вами вязать ручки. Их должно быть 2 штуки. Одна, как вы видите, у меня уже связана. Здесь что-то подобие большого пальчика. Давайте начнем. Первый ряд делаем кольцо амигуруми.
Вяжем в него 6 столбиков без накида. Колечко стянули, делаем соединительный столбик, петля подъема, второй ряд вяжем 1 столбик, прибавку 3 раза. У нас должно получиться с вами 9 столбиков по кругу, прибавка. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Третий ряд вяжем петлю подъема, затем 2 столбика и прибавка 3 раза. 1, 2, прибавка. Продолжаем самостоятельно. Четвертый ряд делаем петлю подъема. Теперь вяжем 11 столбиков и одну шишечку, состоящую из 3 столбиков с одним накидом. Вяжем сначала 11 столбиков, встречаемся на шишечке. Провязали 11 столбиков, делаем накид в следующую петлю. Вяжем столбик, опять накид в эту же петлю. Провязываем всего 2 петли, у нас уже 2 столбика на крючке. Вяжем в третий раз, снова провязываем столбик не до конца, затем протягиваем, затем вяжем соединительный столбик. Вот она, наша шишечка и образовалась, наш большой пальчик. Вот видите, как выемка. Делаем петлю подъема, вяжем 5-й ряд, 12 столбиков по кругу, в каждую петлю по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. 6-й ряд вяжем 2 столбика и убавку 3 раза. По кругу должно получиться 9 столбиков без накида. Делаем петлю подъема, 1, 2, убавка. Продолжаем самостоятельно. С 7 по 13 ряд вяжем по 9 столбиков, то есть 7 рядов провязываем каждую петельку по одному столбику. По ходу вязания наполните ручку наполнителем. 14 ряд делаем петлю подъема, вяжем 1 столбик, убавку 3 раза. 1 столбик, и убавка. Продолжаем самостоятельно. Закончили ряд, отрезали ниточку, оставили небольшой кончик. Теперь нам нужно стянуть отверстие. Стянули отверстие, закрепляем ниточку, прячем в вязание и отрезаем. Вторая ручка у нас готова. Откладываем пока в сторону. Нам осталось связать последнюю деталь зайчика. Это ножки. Я уже одну связала. Вот так она выглядит в готовом виде. Давайте начнем. Первый ряд набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую петлю от крючка вяжем 2 столбика.
1, в следующую петлю 1, в последнюю петельку вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. По обратной стороне цепочки вяжем 1 столбик, затем делаем прибавку в следующую петлю. Соединительный столбик. Вот что у нас получилось. Второй ряд вяжем петлю подъема, затем сюда же одну прибавку, дальше вяжем следующую петлю 1 столбик. Теперь у нас идут 3 прибавки. 1, 2, 3. Затем вяжем 1 столбик, 2 прибавки, 1, следующую петлю, и соединительный столбик. Третий ряд делаем петлю подъема, вяжем 1 столбик, затем у нас идет в следующую петлю 1 прибавка, 2 столбика, вот 1, в следующую петлю 1. Теперь вяжем комбинацию из 1 прибавки и 1 столбика 3 раза. Прибавка, столбик, раз, прибавка, столбик, 2, прибавка, столбик, 3. Затем вяжем 1 столбик и прибавку 2 раза. 1 столбик, прибавка, раз, 1 столбик, прибавка, 2, соединительный столбик. У нас по кругу с вами 20 столбиков. 4 и 5 ряд вяжем по 20 столбиков в каждом ряду. Вяжем самостоятельно. 6 ряд вяжем 4 столбика, затем 1 столбик и убавку 3 раза, и в конце 7 столбиков без накида. У нас по кругу должно с вами получиться 17 столбиков. Делаем петлю подъема, вяжем 4 столбика, теперь 1 столбик и убавка. Первое убавление, 1 столбик и убавка. Второе, 1 столбик и убавка. Третье. Нам осталось провязать 7 столбиков. До конца ряда вяжем самостоятельно. 7 ряд вяжем 3 столбика, затем 3 убавки, после 8 столбиков. По кругу должно получиться 14 столбиков без накида. Делаем петлю подъема, вяжем 3 столбика,
1, 2, 3. 3 убавки. 1, 2, 3. 8 столбиков до конца ряда провязываем самостоятельно. 8 ряд вяжем 3 столбика, 2 убавки и 7 столбиков. Делаем петлю подъема. Сначала у нас идет 3 столбика. 2 убавки. 7 столбиков вяжем самостоятельно. Я закончила 8 ряд. У нас по кругу 12 столбиков без накида. 9, 10 и 11 ряд вяжем по 12 столбиков. То есть 3 ряда провязываем без изменения. Вяжем самостоятельно. Довязали с вами 11 ряд. Я уже присоединила серую ниточку. Белую вытянула петельку подлиннее. И саму нить вывела на лицевую сторону башмачка. Делаем петлю подъема. Вяжем 12 ряд. 12 столбиков за заднюю стенку петли. Вот так. Продеваем вот за заднюю стеночку крючок и вяжем столбик. Заднюю стенку, столбик. Продолжаем самостоятельно. 13 и 14 ряд вяжем по 12 столбиков в каждом ряду. Как обычно, за 2 стенки делаем петлю подъема. 1, 2. Продолжаем вязание. Не забывайте наполнять холофайбером ножку. 15 ряд. Делаем петлю подъема, вяжем 1 столбик и прибавку 6 раз. В конце должно получиться 18 столбиков без накида. Столбик, прибавка. Вяжем самостоятельно. С 16 по 18 ряд вяжем по 18 столбиков в каждом ряду. То есть 3 ряда провязываем без изменения. Вяжем самостоятельно. 19 ряд вяжем 1 столбик и убавку 6 раз. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Петля подъема, 1 столбик и убавка. Вяжем самостоятельно. 20 ряд вяжем 6 убавок. Делаем петлю подъема. Затем убавку. Вторая убавка. Продолжаем самостоятельно. Закончили 20 ряд. Ниточку обрезаем. Стягиваем отверстие. Кончики прячем внутри. Выполняем самостоятельно. Возвращаемся к нашей белой петельке, которую мы оставили здесь. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. 1, 2. Теперь вяжем 12 столбиков с накидом. Делаем накид и за стеночку.
снова накид, следующую петлю, накид, продолжаем вязание до конца самостоятельно. Довязали до конца, находим вторую петлю подъема, продеваем в нее крючок и вяжем соединительный столбик. Затем ниточку обрезаем. Вязку эту наклоняем вниз. Теперь иголочкой закрепляем нитку и выводим в вязание. Вторая ножка готова. Вот она идентична первой. Нам осталась сборка. Утяжка глазок. Заводим иголочку в этой части головой. Теперь выводим ее. Вот в этом уголке глаза. Оставляем кончик, чтобы потом его завязать на узелок. Выводим иглу нашу вот здесь. И двигаемся к начальной точке входа. Вот. Для чего мы утягиваем глаза? Вот когда мы утягиваем, потом ниточку стягиваем, наши глазки припосаживаются вниз, как вы видите. Вот такая степень утяжки, в принципе, меня устраивает, поэтому я буду завязывать узелок внизу. Я завязала на 2 узелка. Теперь эти ниточки спрячем в вязании. Со вторым глазом проделываем то же самое. И затем я покажу, как сделать боковую утяжку глаз. У меня 2 глаза уже утянуты по нижней части. Теперь давайте утянем их по боковой. Для этого снова вводим иголку вот внизу, чтобы вам видно было. И выводим ее. В этой вот точке. Втягиваем нить. Заводим ее в верхний уголок глаза. Сюда, вот сюда. Выводим в противоположной части. Чуть-чуть затягиваем. И теперь возвращаемся в нижний уголок глаза и в точку входа. Я ее, наверное, так назову. Вот, затягиваем. Вот уже вы видите, какая у нас мордашечка. Получается, опять завязываем узелок, прячем нитки. На этом процесс утяжки закончен. Займемся оформлением мордочки зайчика. Для начала вышьем ему бровки и реснички. Для этого нам понадобится черная нить. Заводим нашу иголочку с черной ниткой на уровне так от глаза в ширину отступаем 1 столбик
И давайте поднимем его на 2 столбика вверх. Сюда. Нет, это высоко будет, на 1. Вот сюда. И через 3 столбика, вот через 3 столбика от этого уровня, где зашла игла, выше на 2 столбика вытягиваем нить. Так, смотрим, что у нас получится, если мы вышьем ему бровки. Вот такие бровки. Бровка получается тоненькая, из этого сделаем еще пару стежков. Я сделала 2 стежка. Теперь заводим нить. Этой толщины мне достаточно. Выводим ее симметрично. Вот в этом уголке. Он идет по линии окончания глазка. Выводим ее. Делаем также смещение на 3 столбика. Спускаемся вниз на 2. И сюда еще пару стежков. 1. 2. Теперь нам нужно вышить реснички. Заводим сюда иглу. И делаем. Кто хочет, может сделать реснички поглубже. Вводим иголку в верхний уголок глаза. Затем выводим ее в верхнем уголке другого глаза. Наша ресничка готова. И также здесь на 1 столбик. И выводим ее в место, где вводили иглу. Вот наши реснички. И все, здесь завязываем ниточку на узелок. Прячем ее в вязании. Берем ниточку розового цвета и будем вышивать носик зайки. Заводим нашу иголочку, отступая 1 столбик от нижнего уголка глаза. Вот сюда. И вот здесь выводим. Оставляем небольшой кончик, чтобы потом можно было завязать ниточки и спрятать их в вязание. Затем делаем еще 1 стежок. Вот. Отступаем 2 столбика вниз. Смещаемся на 1 столбик слева, на 1 столбик справа и выводим нить. Затем возвращаемся снова сюда, в эту точку. И теперь делаем просто вертикальные стежки. Выполняем самостоятельно, пока весь этот кусочек не будет заполнен розовым. Я закончила вышивать розовой нитью. Теперь заводим иглу вот сюда и выводим ее с обратной стороны. Своего рода такая вот окантовочка получилась.
Затем выводим иголочку в нижнем углу. Теперь нам нужно найти примерно серединку, спуститься на 3 столбика. Вытянули нить. Теперь вот ориентировочно смотрим, чтобы у нас эта ниточка смотрела перпендикулярно носику. Вот. Заводим иглу вот сюда. И выводим ее снизу. Так, делаем еще один стежок. Можно сделать еще один. Сюда и вывести уже в верхней части носика иголку нашу. Вот, завязываем ниточку на узелки и прячем ее в вязании. На этом оформление мордочки закончено. Я спрятала кончики. Ниточек нигде нет. Наша мордочка готова. Начнем процесс сборки. Так, ушки. Ушки пришиваем на уровне 5 и 6 ряда. Отсчитываем сверху. 4, 5. Вот здесь будет одно ушко. И, соответственно, с другой стороны второе. Намечаем и пришиваем самостоятельно. Пришили ушки. Вот так он выглядит, зайчик сейчас. Теперь займемся прикреплением конечностей. Нам нужно пришить ручки и ножки при помощи нитяного крепления. Как его сделать, сейчас я вам покажу. Я наметила расположение наших ручек. Теперь нам понадобится прочная нитка и иголка. Левую ручку мы опустим на 2 ряда, чтобы потом не возвращаться и не искать симметрию. Сюда продеваем нашу иглу, выводим с противоположной стороны, вот где у меня стоит эта булавка. Продеваем нашу иголку в лапку. Выводим. Вставляем небольшой кончик здесь. Снова иголку сюда же заводим. Откуда она вышла. Выводим ее с обратной стороны. Здесь можно между ниточкой входа и ниточкой, получается, выхода оставить один столбик. Затем вводим обратно в этот столбик, выводим с обратной стороны в то же место, куда входила игла. Берем вторую лапку, убираем булавку. Продеваем
иголку. И вытягиваем иглу нашу. Как видите, черной нитки не видно. Теперь возвращаем иголку снова сюда. С обратной стороны расстояние между ниточкой входа также оставляем 1 столбик. Делаем самостоятельно. Иголочку вытаскиваем. Вытягиваем нитку. Берем кончик, который мы оставили. Вот он. И потихонечку все это стягиваем. Здесь нитку обрезаем. Я завязала пока нить на 1 узелок. Вот у меня ничего не видно. Ручки крутятся. Завязываем еще на 1 узелок. Нитки прячем в вязание. Ножки крепим аналогично на уровне между 40 и 45 рядом. Выполняем самостоятельно. Нам осталось совсем немного, и мы закончим нашу работу. Пришиваем хвостик на уровне 39 и 41 ряда самостоятельно. Примерно определяем серединочку, пришиваем хвостик. Нам осталось вышить пупок. Делаем его на уровне 37-38 ряда. Шириной 2 столбика. Делаем 3-4 стежка самостоятельно. Вот так выглядит пупок в готовом виде. Вот, в принципе, наш зайчик уже с вами готов. Если вы не хотите оставить его голеньким, то предлагаю вам перейти в следующий мастер-класс и связать ему вместе со мной платье.